Всех категорически приветствую, друзья. Вы на канале The Looking Leon. Сегодня у нас эксперимент. Во-первых, я буду снимать на свой телефон Samsung Galaxy S26 Ultra. Впервые. А во-вторых, я обычно снимал на GoPro. Решил попробовать. Взял новый этот штатив. Решил попробовать снять на телефон. Как будет. Пока не забыл, сразу напишите в комментах, чем-нибудь отличается качество или нет. Картинка вообще. Так. Куда мы пришли? Все правильно. Только там углей нету. Это китайские шашлыки. Китайские шашлычки из баранины. Вот приправка. Здесь кинза, зира, красный перец. Все как мы любим. Нам принесли арахис, жареный в сахаре, сладкий арахис, огурцы, чеснок. А это я для воссоздания картинки, как они должны жариться вообще изначально, вот эти шашлычки. Мне просто уже принесли готовые. И получается, сейчас еще принесут нам, так как жара, у нас конкретное лето. И я думал, что бы такого покушать. Все-таки я хочу холодную лапшу. Холодную лапшу с китайскими шашлычками из баранины. Я думаю, это отличная штука будет. При том, что я уже снимал видос с китайскими шашлычками, но по своей неопытности так получилось, что у меня на переднем плане там стояла, по-моему, открытая бутылка соджу. И, в общем, весь кадр портила. И не видно было толком нифига. Сейчас я решил реабилитироваться. Алкоголя тоже мне предложили, но алкоголь не хочется в такую жару, если честно. Маленькое, очень маленькое такое тоненькое мяско. Оно быстро очень готовится. Буквально там 3-5 минут. Уже шашлычок такой готов. Вкусно. Вот именно вот эта смесь приправ. Я говорю, здесь молотый кориандр, здесь зира, здесь красный перец, здесь паприка. И порошок, может быть, еще кориандра. То есть получается, знаете, такая. Я бы даже назвал, что вот эта приправа, она больше такая среднеазиатская, что ли. Узбекская, киргизская. По крайней мере, узбек, киргизы тоже такую же используют. Плюс-минус. Палочки одноразовые, деревянные. Вообще, по идее, должны быть угли, да? И оно должно все это готовиться здесь, при нас. Это и так при мне готовилось, только на другом столе, где были угли. Просто в заведении никого нету. Поэтому мы сейчас просто с шашлычков вот так снимем мяско. И все будет хорошо. Сейчас принесут нам холодную лапшу. Мы с этой лапшичкой покушаем китайских шашлычков. Я говорю, погода настолько уже вот лето, 26-27 градусов. Я выхожу, у меня же есть доступ на крышу. Я выхожу на крышу позагорать с утра. Я уже более-менее загорел, кстати.
Потому как, я вам, по-моему, рассказывал уже, в Корее получить загар равномерный, полноценный, работяги особенно, очень тяжело. Ну что, здесь не принято работать, как у нас, допустим, там рабочие работают на стройке или там без верхней одежды, допустим. Во-первых, ты сгоришь, ты очень жестко сгоришь, потому что солнце лютое. Во-вторых, здесь так не принято ходить без верхней одежды. Поэтому, когда ты работяга, ты, ну, допустим, ты в футболке, да, ты там в кепке, на улице работаешь, к примеру. Что у тебя загорит? У тебя загорит вот так, руки по локоть, да? У тебя лицо сгорит, шея. И если футболка V-образная у тебя, то у тебя вот такой воротничок вот здесь будет загорело. Правильно? Поэтому вот по такому загару можно сразу определить, что ты работяга и работаешь где-то на открытом воздухе. А именно полноценный загар, то есть весь равномерный, да, конечно, где ты получишь. Если только у тебя есть свободное время, ты выезжаешь куда-то там на пляж, да, на море. Что я тоже разговаривал здесь. Доступ к крыше это такая тоже привилегия такая. То есть мало того, что ты должен жить где-то на крайнем этаже, да, в своем доме, но у тебя должны еще быть очень хорошие отношения с хозяином дома, чтобы он тебе дозволил тебе пользоваться, как говорится, крышей. Ну, потому что обычно здесь, и в Корее, вы же знаете, мало места, мало земли и так далее. И, допустим, вот у меня хозяйка тоже, она на крыше, у нее небольшой огород, к примеру. Там сделаны такие парнички, там грядочки, у кого-то теплицы прямо. Вот. В общем, крыша эксплуатируется по полной программе. Так, я жду нэньмён. Пока жду нэньмён, сейчас уже все мясо съем. Это я вам для вида включил эту штуку. Вот звездочки, видите? Каждый шампур имеет вот такую шестеренку. Шестереночка это вставляется вот сюда. А механизм вот этот, он туда-сюда ездит. И получается шашлык равномерно крутится и равномерно обжаривается. Автоматом. Не надо ничего тебе переворачивать. Просто сидишь и ждешь. Крутая штука на самом деле. Вот. Сейчас мы уже выключим эту штуку. Вы уже все посмотрели. Как пришло время в жару. Ну, то есть, но корейцы, кстати, будут продолжать вечно в жару есть. Да. Вот он наш нэньмён пришел. Нэньмёнчик. Лапша гречневая. Огурчик нарублен здесь. Половина яичка вареного. Капустка. Ну и самое главное, это должен быть, конечно, вот этот соус. Соус-бульон. Там должен быть рисовый уксус обязательно. Кочуджан. Здесь прям семена перца.
И какие-то китайские еще штуки прикольные. Ну, прям чувствуется вкус такой, привкус. Классно. Это классно. Да, всем приятного аппетита, конечно. Я думаю, видео будет не продолжительно нынче, потому что это все быстро уплетается, это не горячее. Шкрос. Шкрос. Ну, арахис тоже прикольно. И вот, ну, кстати, про поводу загара, продолжая тему. Как бы там ни говорили, что вот, ну, опять же, свое мнение выскажу. Загар это вредно, загар это то все 3, 5, 10. Я вам так скажу, ребята, по поводу загара. Если это именно солнечный загар, именно натуральный, природный, да? Я ничего в этом плохого абсолютно не считаю. Если он еще грамотно сделан, то есть, допустим, вот когда не сильно вот эти ультрафиолет, когда не сильный с утра, допустим, вот там с 8 до 10 до 11 утра, к примеру, солнце, оно еще не такое сильное. Само то загорай. Плюс витамин D. Витамин D, по-моему, он же называется и гормон радости. То есть вот реально проверено на собственной шкуре, вот этой, которая загорела. Реально, когда вы полежите, позагораете, покайфуете вот в этих солнечных ваннах, настроение реально улучшается. Вот что мне не говорите, но у меня именно так. Я специально будильник поставил. Вот ну, сегодня не ставил. Я специально будильник поставил, когда выходные, надо пользоваться возможностью. На 8 утра. В 8 утра встал, пошел на крышу. У меня там матрасик такой удобный. Постелил, покрывалка, подушечка у меня там. Ну. Все, допустим, часок на одной стороне, на спинке, да, полежал. И то доспал, так скажем, да. Я там просто еще доспал. На спинке полежали, потом будильник поставили опять, раз час прошел, перевернулись, полежали на животике. Все, шикарно. Опять же, почему? Потому что, ну, вот у корейцев, типа, у них не принято. То есть они за это вот там белый цвет кожи, вот это, голубая кровь, вот эта вся тема у них. Вот. Не знаю, я наоборот, может красивым людям, может действительно не нужно загорать. Но кому не повезло, как мне, да? В том плане, что я считаю, что наоборот загар, он же, так скажем, чуть-чуть поправляет, да, вот эти неровности кожи где-то, да? То есть наоборот, ты как бы приобретаешь, опять же, мое мнение, ты приобретаешь немного красоты, да? Ну, что говорить? Ты становишься красивее, короче, от загара. Смуглый, загорелый, поджарый. И главное еще, да, главное, чтобы еще весу, конечно, подскинуть.
Тогда будет вообще топчик. Но даже пухленькие, загорелые, смотрятся все равно как-то вкуснее, да? Мы более вкусные, когда мы загорелые. Вот. Ну, это опять же лично мое мнение. Я, в общем, нынче стараюсь загорать впервые за долгое время, кстати. Последние разы я загорал, это еще в далеких, знаете, когда, я скажу, когда я там помогал бабушке в огороде, это еще было в Хакасии. Это было еще до переезда в Красноярск. Наверное, в 2015 году. Представляете, 10 лет назад. Десять лет назад загорал. Вышла китаянка, что спрашивает. Повариха. У меня там был дом, получается, дом на земле. Огород тоже. В огороде я выходил, помню. Была такая шикарная грядка с этим, с зеленым луком. И она когда уже разрасталась, сильно разрасталась, то, конечно, уже он был жесткий лук и уже не пригоден в пищу. И мы просто его использовали как знаете, вот такой, как матрас, короче. Стелили на него, допустим, какое-то покрывало. И ложились на него. И забирали, допустим. Ну, те далекие времена. Как сейчас каждый день прихожу на крышу и, помните, я садил всякую зелень в горшочке. Ну, там зелень-то у меня растет. Вы не думайте, что я это дело все бросил. Как смотри, покажу вам. Уа, мясо выпало. Не нас собрать. Мясо выпало и разбилось. Ну что, нынче посмотрим, что там. Подснял мой телефон. На каком уровне это все. Сколько денег, кстати, я отдал за это. За эти шашлычки
15 штук, вот здесь маленьких шашлычков. 15 тысяч вон. Это что получается? 900 рублей. 900 рублей. И вот эта лапша холодная. Что-то 7 тысяч. Что это? Получается 420 рублей. Ну, считайте в итоге. 1300 рублей где-то. На самом деле, дома ее сделать вообще нифиг делать. Вот эта гречневая лапша. Гречневая лапша. Огурцы, что там, капустка. Нужны вот эти корейские пасты перцовые. Прикольные. Соевый соус. Кунжутное масло. И все, в принципе. Вот он. Лед в морозилке, вода. Рис лукс. Ну, холодная корейская лапша. С вами был Злой Кинг Леон. Всех обнял, всем здоровья, берегите себя. Пока-пока.